Что ж, я решила, что пора поделиться с вами немножко кусочком своей жизни, что у меня происходит, тем более, что происходит после обучения в университете, чем заниматься, куда пойти дальше, как развиваться, что для этого здесь вообще создано в Варшаве. Если вам это интересно и откликается, то продолжайте смотреть. Давайте начинать. Начну с небольших апдейтов, что вообще произошло насчет университета, пятка. Я на самом деле еще до сих пор студент. Я до сих пор не сдала диплом и не сдала экзамен по АБД. Ребят, кто также провалил АБД чисто из-за прогулов каких-то лекций по работе и так далее, я вас прекрасно понимаю, я с вами. Я понимаю, что, наверное, таких людей очень много, потому что на последнем курсе у всех не хватает времени ходить на все лекции, тем более в рабочее время. Также быстренький апдейт по работе. Я до сих пор работаю в консалтинговой компании уже как 2 года. На самом деле очень рада этому. Все идет хорошо, но понимаю то, что параллельно, конечно, нужно развиваться дальше, учить что-то новое. И вот как, например, в прошлом году я взяла такую тему, как алгоритмы. На самом деле очень важная тема. Она у меня также была как предмет в пятке. Но, знаете, я не очень сильно обратила на это внимание, то есть был предмет, я такая, ну, ничего вроде сложного, давайте, погнали решать, и, в принципе, мне было главное, такая, сдала тесты, экзамены, все, мне этого достаточно было. Но я поняла то, что нужно углубиться в эту тему, на самом деле, побольше, и ребята, которые сейчас на этом этапе, у которых сейчас есть этот предмет, либо просто до этого еще не слышали, что такое алгоритмы и вообще, что такое задачки на алгоритмы, то я советую вам сейчас взять, загуглить, посмотреть, разобраться. Это будет очень полезным для вас, так как все крупные компании требуют знания алгоритмов и структур данных. Я решила то, что я буду каждый день решать по одной задачке. Если есть такие желающие, кто также делает, возможно, уже или собирается так делать, то, пожалуйста, можете присоединиться ко мне. Мне кажется, это очень классно, когда вы подталкиваете друг дружку и говорите то, что вот я уже сегодня сделал ли ты, да, этим самым ты мотивируешь как бы своего друга, и таким образом легче намного выучить что-то, больше мотивации. Я решила то, что я создам телеграм-группу, где я буду об этом постить, рассказывать. Вообще решила постить намного больше, я немножечко расскажу попозже об этом, но ребята, у которых есть такая же мотивация, те, которые также хотят работать и развиваться в этом направлении, то, пожалуйста, ссылочка будет в описании, конечно же. Я решила то, что каждый день я буду брать хотя бы одну просто задачку на алгоритмы, и так потихонечку приду к тому, надеюсь, что буду хорошо в них разбираться и смогу пойти в какую-нибудь крупную компанию, например. И вам того же желаю, если у вас есть такие цели. Ладно. Вот, кстати, сейчас перечитываю книжку «Магия утра», и там говорится то, что каждому человеку нужен человек, перед которым ты будешь отчитываться. И в какой-то мере я соглашусь с этим, потому что так или иначе ты быстрее будешь добиваться своих целей. Даже если ты тот человек, который умеет заставлять себя, которого это драйвит, все равно, если ты отчитываешься перед кем-то, твои результаты намного быстрее растут. Я решила то, что я буду отчитываться перед вами, вот в том самом телеграм-канале. Я буду рада, если вы присоединитесь, и если вам это вообще интересно, подобная жизнь, так сказать. А вообще, «Магия утра» — это моя любимая книжка, по крайней мере, я всегда так говорю, потому что с нее все у меня и начиналось. Когда-то мой друг Гриша, кстати, привет, спасибо тебе большое, он посоветовал мне эту книгу, и эта книжка, не то чтобы она поменяла мою жизнь, но она мне дала такой approve на то, что я делаю в своей жизни, то, что все, что я делаю, на самом деле правильно. И я была тогда, мое сознание, оно перестроилось, точнее, успокоилось, то, что я на правильном направлении, и мне стоит так дальше двигаться. Поэтому, кто не читал, кстати, книгу, я очень рекомендую, советую, а кто уже прочитал, пожалуйста, напишите свой отзыв, потому что когда-то она была прям на хайпе, и много людей, мне кажется, много блогеров тогда рекламировали, даже ее, вы, может, тоже прочитали эту книжку, даже если вы никак не относитесь к этой теме, я буду
довольно рада как бы получить от вас какую-то обратную связь по этому поводу. Также, кстати, я, наверное, создам какой-нибудь пост в Телеграм-канале насчет книги, где вы можете просто порекомендовать какие-то другие книжонки, которые вы читали, которые вам понравились, и вы думаете, что другим людям, подобным вам, могут тоже понравиться. Либо не книжки, а блогеры. Как, например, я за последнее время просто залипаю каждый раз на видео Маргулана Сисимбаева. Вот эти вот видосы, как кухонные посиделки. Я их обожаю. Каждый раз я выношу какие-то выводы для себя из них, применяю их в свою жизнь, внедряю. Ну, мое сознание, правда, меняется. Мне смотреть их — это прям в кайф. Кто еще не смотрел, пожалуйста, посмотрите. Может, я здесь оставлю какие-то вырезки, нарезочки, которые мне, может, там понравились, или просто рандомно. Но видосы обалденные. А вообще, также хотела поделиться кусочком своей жизни вне работы и учебы. Это мероприятие, когда-то я вам рассказывала, я предпочитаю потратить свое время свободное где-то когда-то там на мероприятие, либо на саморазвитие. Вот эти две вещи, которые я люблю делать по вечерам. И насчет мероприятий. Я нашла для себя прекрасные мероприятия от «Магия Утра», либо, как они сейчас будут называться уже, «Райс». Это ребята, группа, команда, которая создает вот эти мероприятия, на которых присутствуют все различные бизнесмены. В основном эти бизнесмены там где-то с Украины, с Беларуси, и они презентуют себя, конечно же, при этом рассказывая о своем опыте, делясь своими какими-то проблемами, как они их решили, и помогают другим ребятам, аудитории, которые пришли, также решать их проблемы. И вот это вот все, вот эта вся атмосфера, вот это все общение, люди, которые похожи на вас, ну, меня это очень сильно заряжает, это прям мое, я бы сказала. Ребята, поэтому, которые приезжают сюда, особенно старшее поколение, которые не идут ни учиться, ни работать, возможно, у них просто они открывают какое-то дело или что-нибудь еще. То есть, когда тебе тяжело здесь найти какие-то контакты, мне кажется, вот эти вот ивенты, вот эти группы — это самая классная вещь, которую вы можете как бы сделать, вступить вот в эти группы. Я стала резидентом вот этой вот «Магии Утра», обожаю ходить на их мероприятия. Также есть, например, по четвергам есть мероприятия в Venture Cafe, там все говорят на английском. «Магия Утра» — это на русском языке, на украинском, поэтому, пожалуйста, кому это интересно, ребят, погуглите, посмотрите, либо можете написать мне, я с удовольствием поделюсь всей информацией, так как все эти мероприятия, они очень сильно тебя также вдохновляют, мотивируют, и после них я на самом деле просто, я прихожу домой, и у меня полно энергии, мне хочется работать, мне хочется что-то делать, я прям заряжена. Кому вся эта тема интересна, то очень настоятельно рекомендую, советую. Также есть очень много мероприятий, которые проводятся по IT. Как, например, я была одним из организаторов когда-то Google Developers Group. Прикольно. Ребята делают сейчас мероприятия в IT. Самое их крупное мероприятие было вот этот DevFest. Это уже второй год они проводят этот DevFest именно вот этой группкой, в которой я существовала. Кому интересны все эти темы, вообще можете взять, просто скачать Meetup, приложение, и начать записываться на все различные мероприятия. Многие из них просто бесплатные. Вы просто приходите, слушаете, узнаетесь, знакомитесь с людьми, общаетесь, заводите какие-то коннекшены. Это очень классно, потому что потом можно кооперироваться в какие-то команды, либо вы можете найти таким образом какую-то работу. Это, по-моему, классно, на мой взгляд. Кто еще ни разу здесь, в Варшаве, живя, не посещал никакое мероприятие, я рекомендую сходите хотя бы на одно из них, потому что, вот посмотри, кстати, те мероприятия, которые в четверг проводятся, они на английском языке, английский, польский и русский, там вообще все мешается уже, но ты там можешь найти инвестора, можешь найти работу себе, все что угодно, ты просто общаешься с людьми, узнаешь о них и понимаешь то, что, ага, смотрите, здесь человеку нужно какое-то приложение, нужен сайт, либо какой-нибудь работник в его IT-компанию, просто предлагаете, я могу это сделать. И таким образом вы можете
спокойно как бы вообще, я не знаю, найти все, что угодно, мне кажется. Просто имея все эти связи, ходя на все эти мероприятия, можно находить прекрасные возможности, которые будут вас драйвить, мотивировать дальше. Ну, а на этом я пока что буду заканчивать. Кому вообще интересна вся вот эта вот моя жизнь, весь этот мой кипиш, пожалуйста, в телеграм-группу заходите, подписывайтесь. Я буду очень рада вас видеть и буду очень рада какой-то вашей обратной связи, вашим советам. Мы с вами встретимся в следующем видео, поэтому до новых встреч. Пока-пока.